Soccer? Can't stand soccer. I think that's the least talented sport on earth. Soccer has an embarrassment of riches when it comes to its problems, no goals, fake injuries. If soccer's exciting on TV, you know what? I haven't yet grasped it if it's. Десятилетиями в США существовало негласное убеждение: соккер – это не настоящий футбол, а странный европейский спорт, который только начинает приживаться в Америке. В глазах типичного американца 20 века соккер был либо детским развлечением для пригородов, либо подозрительным импортом из-за океана. Его называли мягким, скучным и неамериканским. Над ним шутили в прайм-тайм, его противопоставляли жесткости НХЛ и филигранности бейсбола. Футбол был вечным чужаком, который никак не мог попасть в закрытый клуб американской исключительности. Но пока старая гвардия экспертов продолжала отпускать шутки про отсутствие счета на табло, за их спинами происходили тектонические изменения. В преддверии домашнего чемпионата мира 2026 года мы видим совершенно другую Америку. Fox Sports больше не ограничивается трансляциями матчей. Теперь там всерьез рассуждают о сборной США как о потенциальной футбольной сверхдержаве. А МЛС за последние годы совершила рывок, который еще недавно казался невозможным, превратившись в один из самых популярных видов спорта среди молодых американцев. Но почему это произошло? Многие скажут, что все изменили Бекхэм и Месси, другие укажут на инвестиции, маркетинг и приближающийся чемпионат мира, но правда гораздо глубже – Америка изменилась сама. Для нового поколения американцев соккер перестал быть чем-то чужим, а стал способом чувствовать себя частью глобального мира, возможностью болеть не только за свой штат, но и за клубы с другой стороны Атлантики. Футбол, наконец, нашел свое место в новой американской мечте, но именно здесь скрывается главная опасность. Пока страна готовится принять чемпионат мира, а уровень ожиданий достигает точки кипения, футбол рискует вновь попасть в тот самый золотой капкан, который уже однажды едва не уничтожил его. Сегодня мы отправимся в путешествие по Большому каньону американского футбола. Мы увидим, как Америка прошла путь от любви до забвения и обратно. И почему Мундиаль 2026 года может стать либо величайшим триумфом в истории футбола в США, либо повторением ошибок, совершенных почти 100 лет назад. Чтобы понять, почему соккер так долго считался в США чужим спортом, нужно вспомнить время, когда он был своим до мозга костей. Большинство считает, что первая большая футбольная волна пришла в Америку вместе с чемпионатом мира 1994 года, но настоящая золотая эпоха началась на 70 лет раньше. В 1920-х годах Американская футбольная лига была одним из самых успешных спортивных проектов страны, по популярности уступая только бейсболу. Пока Европа оправлялась от последствий Первой мировой войны, в США футбол уже превращался в большой бизнес. Команды вроде Bethlehem Steel были не просто спортивными клубами, это были индустриальные гиганты. Сталелитейная корпорация строила стадион, нанимала лучших игроков из Шотландии и Англии, платила им зарплаты, которые европейцам и не снились, собирая десятки тысяч зрителей по воскресеньям. В центре этого футбольного безумия стоял свой супербомбардир Арчи Старк. Пока великий Бейб Рут строил свою легенду в бейсболе, Старк делал то же самое на футбольном поле, забив 260 голов за 10 сезонов в составе столеваров. Это была цифра, которая даже сегодня звучит невероятно. Он был Бейбом Рутом соккера, живым доказательством того, что Соединенные Штаты Америки способны порождать футбольных легенд мирового масштаба. Но Старк был лишь лицом целой футбольной страны. Это была лишь вершина айсберга. Футбол в 20-е годы процветал везде, где гудели заводы. Это был спорт рабочего класса, глубоко интегрированный в индустриализацию США. Свои команды были не только у сталелитейщиков, но и в текстильных городах, на верфях, в каменоломнях и шахтах. Городки вроде Арни в Нью-Джерси были заполнены британскими иммигрантами, которые привезли игру с собой и превратили ее в часть американской культуры и в профессиональный спорт. Переломным моментом, когда мир осознал масштаб американской мощи, стал 1926 год турне венской команды ХКАХ. На их матч в Нью-Йорке пришло аж 46 тысяч зрителей, рекорд посещаемости, который не могли побить следующие полвека. Но для Европы это турне обернулось катастрофой. Игроки ХКАХ, полностью еврейской команды, внезапно обнаружили, что в Америке антисемитизм выражен гораздо меньше, чем в Старом Свете. Почти половина состава решила порвать свои контракты и остаться в США. Они выбрали свободу, стабильность и более высокие зарплаты в ESL. В Старом Свете началась настоящая паника. Британская пресса в те годы всерьез писала об американской угрозе. В Европе боялись, что ненасытный американский капитал, подпитываемый бурно растущей экономикой, просто скупит весь мировой футбол, как он уже сделал это с другими отраслями.
Америка была настолько мощным рынком, что сборная США в 1930 году на первом чемпионате мира заняла 3-е место, результат, который до сих пор не побит никакой североамериканской сборной и сейчас выглядит как шутка. Но именно здесь, на пике триумфа, в тени огромных заводов и переполненных стадионов, уже зарождалась будущая катастрофа. Американские владельцы клубов того времени были классическими капиталистами-магнатами. И глядя на современный футбол, кажется, что история нас ничему не учит. Бизнесмены, привыкшие играть по своим правилам, не умели терпеть, когда какая-то международная организация вроде FIFA указывала им, как вести дела. Главным антагонистом этой эпохи стал Чарльз Стоунхем, владелец бейсбольной команды Нью-Йорк Giants и любитель азартных игр, который вошел в мир футбола с одной целью – сделать его похожим на бейсбол. Стоунхем мечтал о футболе без риска, без вылетов и без чужих правил. Он мечтал о лиге, которая работала бы как идеальный бизнес-механизм. В 1928 году Чарльз предложил захват земли, расширить лигу ESL на Средний Запад и бойкотировать национальный кубок, который владельцы считали досадной помехой для заработка денег. FIFA и Национальная федерация были для них лишь препятствиями на пути к прибыли, что и привело к знаменитым футбольным войнам. Клубы, отказавшиеся подчиниться изоляции, включая легендарную Бетлехем Стил, были дисквалифицированы и объявлены изгоями. И футбол в США раскололся: 2 федерации, 2 кубка и полная неразбериха для фанатов. Самое трагичное заключалось во времени. Лишь в октябре 1929 года федерации наконец пришли к соглашению. Они верили, что спасли спорт, но ровно через 2 недели рухнул фондовый рынок и грянула Великая депрессия. Билеты на футбол мгновенно превратились в роскошь, которую большинство американцев больше не могли себе позволить. Внутренняя война и экономический крах нанесли двойной удар, от которого американский соккер не мог оправиться десятилетиями. Футбольная инфраструктура, создававшаяся трудом и кровью, рассыпалась буквально на глазах. Следующие 40 лет спорт существовал лишь в этнических кварталах иммигрантов, где шотландцы, немцы и итальянцы продолжали играть в футбол вдали от внимания всей страны. Именно тогда родился миф о том, что соккер – это спорт чужаков. Самая большая ирония заключается в том, что Америка никогда не была чужой для футбола. Она могла стать вторым Альбионом, но предпочла забыть собственное футбольное прошлое, потому что признать его означало бы признать еще и собственную ошибку. Вы такая крупная, могли бы играть в американский футбол. Я была защитником, но я играла в европейский футбол. В европейский? Да, ты в него тоже играешь? Да. Потрясающе. Я была капитаном женской команды. Мы выиграли 3 университетских чемпионата. Это было много лет назад. Очень много. Но тогда я была очень дисциплинирована и выделяла больше времени на учебу, чем на спорт. В истории мирового спорта сложно найти более странный феномен, чем добровольное отторжение футбола Соединенными Штатами на протяжении почти 40 лет. Это не было случайностью или простым отсутствием интереса, а скорее смесь культурного неприятия, экономического расчета и политических страхов. Главный конфликт скрывался в самой философии американского спорта. Большинство популярных игр в США строится на векторе от порядка к хаосу. В американском футболе, бейсболе или баскетболе игра постоянно возвращается в исходную точку. Тренер здесь не просто наставник, а дирижер, стратег, гроссмейстер с планшетом и гарнитурой, который каждые несколько секунд вмешивается в происходящее и меняет рисунок игры. Это торжество менеджмента, где случайность сведена к минимуму, а каждый эпизод превращается в отдельную шахматную задачу. Футбол же устроен иначе. Как только звучит стартовый свисток, тренер теряет значительную часть контроля. Игроки остаются 1 на 1 с пространством, временем и собственными решениями. Здесь нет тайм-аутов, чтобы пересобрать реальность, и нет постоянных остановок, позволяющих все исправить. Для американского зрителя середины 20 века такая свобода казалась не достоинством, а хаосом. Они привыкли восхищаться идеально выверенной комбинацией, просчитанной до секунды, а футбол же предлагал спонтанное искусство, которое невозможно полностью загнать в схему. Но философия была лишь частью проблемы. За культурными спорами скрывался гораздо более опасный противник – рекламный бюджет. Американское телевидение давно превратилось в огромную машину по продаже автомобилей, страховок и пива. В НФЛ 3-часовая трансляция содержит всего несколько минут чистого игрового времени, а все остальное пространство заполняют повторы, аналитика и рекламные паузы. Футбол оказался полной противоположностью этой модели. 2 тайма по 45 минут непрерывного матча выглядели для телевизионных руководителей не как преимущество, а как коммерческий кошмар.
Они смотрели на поле и видели не красивый спорт, а потерянную прибыль. Ведь соккер был плохим продуктом не потому, что американцы не умели в него играть, а потому, что его было слишком сложно продавать. Со временем появился еще один барьер. Если раньше футбол был игрой иммигрантов и рабочих кварталов, то современная американская система постепенно превратила его в привилегию обеспеченных семей. Элитные молодежные академии сегодня требуют от родителей $1000 ежегодно. Оплата тренировок, турниров, поездок и экипировки делает соккер одним из самых дорогих видов спорта для ребенка. Игра, которая когда-то принадлежала улицам, оказалась за высокими финансовыми заборами, но даже этого оказалось недостаточно. В эпоху Холодной войны футбол получил еще и политическое клеймо. Некоторые консервативные комментаторы называли его неамериканским видом спорта. В соккере видели чрезмерный коллективизм. Здесь редко существует один герой, способный выиграть матч в одиночку. Гол же становится наградой за совместную работу всей команды, а не результатом индивидуальной статистики. Для части американского общества это выглядело подозрительно. Рост популярности футбола воспринимался как призрак культурного влияния Европы и даже как угроза традиционным ценностям, и одновременно с этим футбол начали методично лишать мужественности. Пока стадионы НФЛ содрогались от столкновений игроков в шлемах, футбол высмеивали как сиси-бол, игру для неженок. Его вытеснили из рабочих районов в пригороды, превратив в безопасное развлечение для детей среднего класса. А с появлением феномена «сокер-мамс», футбольных мам, окончательно закрепилась за футболом имидж чего-то пресного и буржуазного. Футбол стал ассоциироваться с минивенами и дольками апельсинов в перерыве, потеряв свой опасный дух рабочего класса. Для миллионов американцев соккер перестал быть спортом страсти, он стал частью комфортной пригородной жизни. Самой сложной была еще одна причина. Америка построила уникальную спортивную систему закрытых лиг. НФЛ, NBA и MLB работали как идеальные бизнес-модели. Владельцы клубов не боялись вылета, телевизионные контракты были гарантированы, а риски сведены к минимуму. Футбол же существовал по совершенно другим законам. Система повышения и вылета, международные трансферы, влияние FIFA и необходимость подчиняться глобальным правилам – все это плохо сочетались с американским представлением о спорте как о полностью автономном бизнесе. Американский капитал не привык к тому, чтобы кто-то из Цюриха объяснял ему, как вести дела в Огайо. Постепенно футбол окончательно получил статус чужака. Его объявили игрой иммигрантов, детей и тех, кто не вписывался в традиционный спортивный канон страны. Он исчез с первых полос газет и ушел в этнические районы Нью-Йорка, Чикаго и других крупных городов, где итальянцы, шотландцы, немцы и латиноамериканцы продолжали поддерживать жизнь в игре, которую остальная Америка предпочитала не замечать. Но история любит парадоксы. В 1986 году спортивный обозреватель Майк Лупика писал: «Соккер никогда не станет большим спортом в Америке». Именно это многолетнее изгнание превратило футбол в сжатую пружину. С другой стороны, Америка не убила европейский футбол окончательно, а просто заперла его в подвале собственной культуры. И когда в 1970-х эта дверь наконец распахнулась, мир увидел самую яркую, безумную и ослепительную футбольную вспышку в истории Соединенных Штатов. Ее имя было Нью-Йорк Космос. В 1975 году Америка решила совершить невозможное, а именно купить футбольную культуру. Это была эпоха Нью-Йорк Космос, самого амбициозного проекта в истории соккера. Попытка доказать, что если выписать достаточно большой чек, можно заставить целую нацию полюбить то, что она игнорировала десятилетиями. И это чем-то напоминало футбольный проект Китая 40 лет спустя. Архитектором этой идеи стал Стив Росс, глава медиагиганта Warner Communications. Но он прекрасно понимал, чтобы продать Америке футбол, был нужен не просто игрок, ему нужен был король мирового футбола. Проблема заключалась в том, что Пеле в Бразилии официально считался национальным достоянием, и закон запрещал ему выступать за рубежом. Чтобы трансфер состоялся, потребовалось вмешательство большой политики. Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и большой поклонник футбола, лично убеждал бразильских чиновников, что переезд Пеле в Америку отвечает интересам обеих стран. 10 июня 1975 года в нью-йоркском клубе 21
Пеле подписал контракт с командой и произнес фразу, которая мгновенно облетела весь мир. «Соккер наконец-то прибыл в Соединенные Штаты». Звучало красиво, но реальность была далека от блеска. Дебют Пеле состоялся на острове Рэндаллс, на поле настолько плохого качества, что гринкипер буквально покрасил траву зеленой краской, чтобы скрыть проплешины перед телекамерами. После матча Пеле заметил зеленый налет на ногах и всерьез решил, что подхватил какую-то экзотическую инфекцию, а журналисты едко называли короля бриллиантом в дешевой бижутерной оправе. И все же семена были посеяны, Космос быстро превратился не столько в футбольный клуб, сколько в рок-группу на гастролях, частные джеты, VIP-ложи со Спилбергом и Мухаммедом Малли и бесконечные вечеринки в Studio 54, но это был фактически спектакль, а не команда. Как только Warner Communications понесла убытки из-за краха игрового подразделения Atari, Стив Росс перекрыл кран, и в 1984 году лига лопнула, оставив после себя лишь долги. По иронии судьбы, футбол в США рухнул не из-за отсутствия зрителей, он рухнул вместе с игровой индустрией. Однако пока миллионеры развлекались в Нью-Йорке, в тени происходили куда более важные культурные изменения. Во-первых, латиноамериканские общины в Куинсе, Лос-Анджелесе и Майами никогда не ждали одобрения от CBS или Warner. Для них футбол всегда был смыслом жизни, и именно они сохранили культуру игры, пока страна смотрела в другую сторону. Во-вторых, огромную роль сыграл раздел 9, федеральный закон 1972 года, обязавший образовательные учреждения обеспечивать равные возможности для мужчин и женщин в спорте. Главный парадокс заключался в том, что футбол в Америке спасли вовсе не мужчины, а женщины. Соккер стал безопасным и престижным спортом для белого среднего класса в пригородах, и именно женщины стали главным доказательством того, что эта игра может стать частью американской идентичности. Пока мужчины десятилетиями не могли отобраться на чемпионат мира, американки выиграли первый в истории женский чемпионат мира в 1991 году и взяли олимпийское золото в 1996. Кульминацией стал 1999 год, когда Бренди Честейн на глазах у 90 тысяч зрителей реализовала решающий пенальти и сорвала футболку. Этот кадр стал иконой, принес Nike миллионы долларов и доказал, футбол способен создавать национальных героев. После краха Насл многие вновь решили, что американский эксперимент окончательно провалился, но на этот раз футбол уже пустил корни там, где их никто не замечал. Когда наступил 1994, мир все еще смотрел на США с недоверием. На церемонии открытия в Чикаго певица Диана Росс не попала поворотом с 5 метров, но бутафорские ворота все равно разлетелись пополам, что стало идеальной метафорой того, что Европа думала об американском футболе, шоу важнее сути. Но организатор Алан Ротенберг сотворил чудо, и чемпионат мира стал самым посещаемым в истории на тот момент – 3,4 миллиона зрителей. А сборная США, где игроки тренировались за $15 суточных, вышла в 1/8 финала, заставив мир признать, футбол вернулся в Америку. Этот турнир стал фундаментом для создания MLS, которая спустя 2 года окончательно закрепила соккер на американской земле, уже не как шоу-проект, а как профессиональный бизнес-механизм. Но теперь за этой дверью стояли уже не Пеле и голливудские вечеринки, за ней стояли миллионы детей, женская сборная и поколение американцев, которое больше не считало футбол чужим спортом. Пьяный козел. Смотри, пьяный козел. Футбольные фанаты, да? Стоять. Вы кто такие? Это спортивный бар для избранных. Только для болельщиков лучшей в мире футбольной команды. Манчестер Юнайтед. В начале 21 века соккер в США перестал пытаться соответствовать американским спортивным стандартам. Он совершил нечто гораздо более дерзкое, создал собственную реальность, используя инструменты, которые старая гвардия из НФЛ и МЛБ просто не заметила. Пока эксперты ждали, что футбол однажды завоюет Америку через телевизионные рейтинги и газетные заголовки, он захватывал ее совершенно иным способом, через игровые приставки, барные стойки и новое поколение американцев, выросшие уже в глобальном мире. Первым фактором этого переворота стало поколение FIFA. Это не просто название видеоигры. Это описание тектонического сдвига в сознании миллионов людей. Начиная с середины 2000-х годов серия FIFA от EA Sports сделала для соккера больше, чем многие маркетинговые компании вместе взятые. Американский подросток из Небраски или Огайо внезапно начал знать состав Барселоны лучше, чем состав бейсбольной команды своего штата. Футбол перестал быть абстрактной беготней по полю,
а превратился в живой мир со своими героями, тактикой и историей. Согласно исследованиям социологов, почти половина американских болельщиков признаются, что впервые заинтересовались реальным футболом именно благодаря видеоиграм. Это была цифровая инъекция, которая сломала барьер географии. Вторым фактором стала уникальная барная культура. В американской социологии существует понятие «третьего места» – пространство между домом и работой, где человек чувствует себя частью сообщества, и именно такими местами постепенно стали соккер-бары. Пока стадионы НФЛ все больше превращались в коммерческие зоны потребления, футбольные бары становились территориями настоящей страсти. Феномен Premier League Mornings превратился в новый социальный ритуал. Люди собирались ранним субботним утром не просто ради матча, а приходили за общением, атмосферой и чувством принадлежности к глобальному футболу. В отличие от традиционных американских видов спорта, соккер-культура в США развивалась как более открытая и инклюзивная среда. И сама статистика нынешнего десятилетия звучит как доказательство. В возрастной группе до 35 лет соккер официально обошел бейсбол по популярности и вплотную приблизился к NBA. Для нового поколения американцев бейсбол – это спорт их дедушек, медленное эхо прошлого, а футбол же – это ультимативный культурный спорт. Быть болельщиком Арсенала, Интера или Боруссии означало не просто следить за результатами, это стало способом заявить о своей связи с международной культурой, выйти за пределы привычного мира одного штата. Даже американские ультрас начали искать вдохновение за океаном. Когда в 2018 году в МЛС появился Лос-Анджелес, была создана фанатская группа 3252, названная в честь количества мест на северной трибуне стадиона. Стремясь построить подлинную футбольную атмосферу, представители клуба отправились в Германию, чтобы изучить опыт Дортмундской Боруссии. Они хотели понять, как рождается энергия знаменитой «желтой стены», и шмели с удовольствием помогли. Американцы больше не копировали футбол, они учились создавать его собственную версию, но пока болельщики строили новую культуру, сама МЛС продолжала борьбу за выживание. В начале 2000-х годов лига балансировала на грани исчезновения. На столе комиссионера Дона Гарбера уже лежал готовый к отправке факс о ликвидации лиги. И после постоянных убытков в МЛС оставались лишь 3 владельца, готовые продолжать финансирование проекта – Ламар Хант, Роберт Крафт и Фил Аншутц. Именно они удержали американский футбол, особенно выделялся Аншутц, который в разные годы контролировал сразу несколько франшиз и фактически спас существование всей лиги, за что впоследствии получил прозвище «Человек, спасший МЛС». Лига сохранила централизованную модель управления, ограничила расходы и избежала разрушительных финансовых войн, которые когда-то уничтожили насл. Фундамент был заложен, но настоящий эмоциональный толчок пришел в 2002 году. Сборная США неожиданно дошла до четвертьфинала чемпионата мира, обыграв Португалию и Мексику. Лэндон Донован, Брайан Макбрайт, Клаудия Рейна и Дамаркус Бизли превратились в национальных героев, и Америка впервые увидела собственных футбольных звезд. Опасаясь потери ведущих игроков, переходящих в европейские клубы, и понимая необходимость в звездных игроках на поле, МЛС ввела правило назначенного игрока, которое позволяло каждой команде приобретать до 3 игроков вне потолка зарплат. Это не только спасло лигу, но и создало новый рынок в мировом футболе. Все изменилось 11 января 2007 года, когда было объявлено, Дэвид Бекхэм переходит в Лос-Анджелес Galaxy. Это был не просто трансфер, это была одна из самых дальновидных сделок в истории американского спорта. Бекхэм привез в США не только свою правую ногу, а запах больших денег и голливудский статус. Настоящая же гениальность Бекса проявилась не на поле, а в пунктах его контракта. Пока журналисты обсуждали его зарплату в $250 миллионов, которая на деле была суммой всех рекламных доходов, в тени оставался пункт о праве на покупку франшизы МЛС, зафиксированные $25 миллионов. В 2007 году эта цифра казалась адекватной. Тогда входной билет в лигу для Торонто стоил всего 10 миллионов. Но легенда и его менеджеры видели будущее, и его приход запустил цепную реакцию. В итоге стоимость бренда лиги взлетела до небес. К моменту, когда Дэвид решил активировать свой опцион и создать Интер Майами, входной взнос для новых владельцев, таких как Шарлотт или Сан-Диего, превышает $325 и $500 миллионов. Опцион Бекхэма стал самой выгодной инвестицией в истории мирового футбола, превратив 25 миллионов в актив стоимостью более миллиарда. Однако окончательное превращение футбола в часть американской идентичности произошло при совершенно иных обстоятельствах. В 2020 году мир спорта погрузился во тьму из-за короны. Стадионы превратились в бетонные памятники тишине, а многомиллиардные контракты повисли в воздухе.
Но для американского соккера пандемия неожиданно стала не концом, а мощнейшим катализатором глубокой привязанности. Именно тогда футбол неожиданно стал способом вновь почувствовать себя частью сообщества. Футбольные бары превратились в современное третье место, где люди искали не только игру, но и человеческую близость. Появилось новое поколение болельщиков, которые больше не стремились копировать Европу, а создавали собственную культуру. И когда летом 2023 года в Майами приземлился самолет с Лионелем Месси на борту, он прибыл в страну, которая уже была готова принять его. И если Бекхэм принес бизнес-модель, то Месси привез неоспоримый статус. Финал чемпионата мира 2022 года в Катаре собрал в США многомиллионную аудиторию и стал моментом эмоционального прозрения. Американцы увидели не скучную игру без голов, а величайшую драму мирового спорта, и теперь переход Месси в МЛС окончательно разрушил старые стереотипы. Лионель Месси стал не просто игроком, а соинвестором глобального продукта. Это окончательно решило старую проблему футбола в США – отсутствие рекламных пауз. Apple TV со своей моделью MLS Season Pass показал, что футболу больше не нужно подстраиваться под сетку вещания, и соккер стал чистым контентом, который смотрят от Буэнос-Айреса до Токио. Но впереди финальное испытание, ведь впервые за 100 лет Соединенные Штаты подошли к домашнему чемпионату мира не как страна-хозяйка, которой нужно объяснять правила игры. Они подошли к нему как футбольная держава, уверенная в собственной идентичности. Домашний чемпионат мира 2026 года станет либо моментом окончательного триумфа, либо самым громким напоминанием о том, что футбол не прощает тех, кто ставит маркетинг выше самого футбола. Дружище, это ты? Похоже на то. Обалдеть, ты футбольный тренер. Эта тупость сделает тебя легендой. Вот идиотизм, они же тебя прикончат. Сериал производства Apple. А вот и новости с другой стороны Атлантики. Футбольный клуб Ричмонд нанял нового менеджера, тренера по американскому футболу Теда Лассо. Вы американец, которому доверили футбольный клуб, хотя об этой игре вы почти ничего не знаете. В 2026 году мировой футбол вернулся в Соединенные Штаты, но это не похоже на миссионерскую поездку 1994 года. Тогда Америка была для FIFA terra incognita, диким полем, которое нужно было вспахать и засеять. Сегодня ситуация зеркальная. Грядущий чемпионат мира – это не попытка завоевать США, а момент официального признания. Америка уже завоевана изнутри цифровым поколением, барной культурой и гением Месси. И ЧМ 2026 – это лишь финальный аккорд, который должен закрепить статус-кво. Но именно здесь футбол в США вступает в свою самую опасную зону. История американского футбола – это кладбище амбиций, которые разбились об жадность. Мы видели футбольные войны 1920-х, погубившие первую золотую эпоху ради контроля над прибылью, крах насл в 80-х, когда маркетинг и раздутые штаты сожрали саму игру, и сегодня призраки прошлого возвращаются. Главная угроза 2026 года – диктатура коммерции над футбольной атмосферой. Когда билеты на матчи группового этапа продаются за $1000, когда логистика строится в угоду корпоративным спонсорам, а не фанатам из баров. Лига и федерация рискуют совершить фатальную ошибку. Они могут превратить живой и свой спорт в VIP-шоу. Если соккер в США потеряет свою низовую душу в погоне за сверхприбылью Мундиаля, он снова может превратиться в то, чем был 40 лет назад, в яркую, но пустую декорацию, которая быстро выцветает на солнце. Тем не менее, этот процесс уже невозможно остановить полностью. История футбола в Америке – это история о том, как чужой спорт стал символом мутации самой нации. Долгое время страна строила свою идентичность на изоляционизме, на закрытых лигах и правилах, понятных только внутри границ, и футбол стал инструментом взлома этой системы. Для современного американца любовь к футболу – это нечто большее. Это доказательство того, что США больше не смотрит только внутрь себя, и чемпионат мира 26 года станет лишь зеркалом, в котором Америка увидит свое новое футбольное лицо. И на этот раз это либо навсегда, либо снова разруха.